Всем привет! Ремонт трактора ЮМЗ-6 старого. В данном случае вышел из строя сцепление. И стоит задача в домашних условиях раскатить трактор. Много посмотрел всяких видосов по YouTube, но в основном все предложения не очень серьезные и даже порой опасные. Поэтому решил, сделать самостоятельно вот такую тележку для раскатки трактора. Тележка сделана из буквально металлолома, который собирался выкинуть. Общие принципы такие. Тележка у нас четырехколесная, обычные дюралевые колеса, какие были у меня. Эти кронштейны тоже, они у меня имелись, кроме одного, который я в данном случае вот в том углу поставил, уже самодельные. Все эти оси 16 миллиметрового диаметра были. Оставалось только сделать квадратные шасси из 50-го угольника старого забора. Примерно тут он 600 на 600, наверное. Вот. Затем установил двутавровки опорные, то, что у меня было тоже в качестве металлолома. И двутавровка поперечина вот стоит, в которой приварен еще П-образный такой профиль 3-миллиметровый. Кстати, из такого профиля сделана железная дорога, так называемая, для раскатки. Это та дорога, по которой поедет передняя часть трактора вперед. Вот мы ее видим. Здесь даже есть костыль, вот один я сверлил саморез, чтобы она не шевелилась в дальнейшем. Вот еще один. Вот, распорка приварена в размер, там тоже и сзади. Как она работает? Эти у нас раскосы для жесткости сделаны. Как она работает? Мы устанавливаем железную дорогу по уровню, ставим тележку. Она еще сейчас без чурбаков. Вот. Замеряем примерно ориентировочный размер, какой будет у нас после того, как мы опустим двигатель, или вернее переднюю часть трактора. Здесь мы ставим тоже, под заднюю часть, та, которая останется у нас на месте, что-то в виде козла, тоже рельсы с подкладкой. Здесь у нас площадка для домкрата, который будет корректировать в случае для сборки, для обратной сборки, трактора. После того, как мы раскрутим эту часть трактора на две части, здесь у нас двигатель с сцеплением, с колоколом. Ну а здесь на этой части у нас будет упорный подшипник, сцепление. Вот. После того, как мы раскрутим вот эту вот раму передней части двигателя, или вернее трактора, то у нас, как мы видим, двигатель будет стоять на кронштейнах, на передних. Вот один кронштейн с той стороны, другой кронштейн. Поскольку у него вес большой, он будет давить на вот эту вот раму, и она пойдет вниз. Для того, чтобы рама не стремилась вниз, мы сделали вот такие вот из угольника с 50-го распорки. Она вот и справа, и слева стоит, для того, чтобы двигатель не просел
вернее, не двигатель, а двигатель будет висеть у нас на тележке, но чтобы не просела рама передней части двигателя, вот в данном случае вот эта рама. Она после откручивания она может провалиться вниз, потому что будет давить двигатель на кронштейны. Ну и в то же время она защищает, значит, нас от колебания двигателя, вернее, передней части трактора, от вращений вот вокруг вот этой втулки, которая, значит, позволяет колесам огибать рельеф вправо-влево. Если мы эту защиту не сделаем, то он куда-то поехать может, либо вправо, либо влево. И вот, чтобы его жестко привязать к тележке, к нашей, мы вот такие вот распорки делаем. Итак, мы все собрали, сварили. Наша задача положить этот трактор, чтобы он лежал колоком, прижатый к тележке, к нашей, и задняя часть двигателя лежала на своем козле. В данном случае у нас там вот такое устройство, самопальное из металлолома. Вот. Итак, мы все это ставим ориентировочно, пока без всяких прокладок. Затем домкратом поднимаем передок, обычным домкратом гидравлическим. Поднимаем передок и подставляем, вот как в данном случае, два чербака с вырезом. У меня здесь под колокол сцепления. Там у нас 10-миллиметровая дощечка, она тоже выставляется ориентировочно для того, чтобы положить трактор именно на тележку и вот на этого козла. Все это мы сделали, опустили. Сейчас он стоит на этой тележке и ждет своего часа, когда мы будем его растаскивать. Растаскивать мы его будем. Тут два варианта. Либо два человека, каждый за свое колесо крутит вперед, либо лебедкой можно зацепиться за впереди стоящий столб. Но проще вручную его раскатить вдвоем, поскольку у нас железная дорога, она не даст уходить вправо-влево трактору, она у нас с направляющими. И мы здесь можем довольно далеко откатить переднюю часть двигателя, трактора вернее, примерно до метра можно откатить. Но нам надо всего, чтобы доступ был вот в это место, значит, тут полметра вполне хватит. Может чуть больше, 600 миллиметров. Вот примерно такая вот конструкция. Спасибо за внимание.